Всем привет! Вы на канале Pop Music, и сегодня у нас очень маленький, но очень интересный гость — Муир Микродрамер. Итак, перед нами цифровая драм-машина, и давайте посмотрим сразу на функционал, что она умеет. Вот у нас тут по кругу расположены 11 стилей музыки, там достаточно широкий спектр: поп, рок, металл, блюз, джаз, латино. Что-то я наверняка забыл. Фанк еще, да, и может просто как метроном. Кроме того, итак, давайте посмотрим, как это работает. Вот при нажатии и вот когда лампочка светится красным, мы выбираем стиль, вот листая по кругу. Мы потом послушаем уже, как звучат эти примеры. Далее, при нажатии повторном появляется синий цвет. Это означает то, что мы, крутя вот это колесико, точнее ручку, выбираем уже паттерн. И там в инструкции уже непосредственно написано, для разных стилей там есть разные размеры, то есть на память это воспроизвести совершенно невозможно. Но то, что там есть и 7/8, и 3/4, и 6/8, то есть в принципе вы можете потренироваться совершенно в любых стилях, что, на мой взгляд, очень удобно. Ну и далее про органы управления. Тут есть ряд интересных нюансов. Ну, во-первых, из очевидного, да, у нас есть тон, volume и speed, с помощью которых мы можем крутилками регулировать темп, яркость звучания, если вам не хватает верха в звуке барабанов, ну и, соответственно, общая громкость в миксе. Вот, есть тэп темпа, вот в виде этой кнопки. Кроме того, при нажатии там определенной конфигурации кнопок мы можем назначить тэп темпа на, собственно, кнопку включения-выключения. И это уже делает педаль гораздо более гибкой по функционалу, то есть вы можете, не наклоняясь, не крутя ручки, прям ногой включать и выключать педаль прямо в борде. И теперь давайте послушаем, какие звуки может издавать эта маленькая коробочка. Первый стиль у нас выбран — это поп. Включаем. Выключаем. Дальше нажатием кнопки переключаем паттерны, и сейчас я пощелкаю, послушаем, как это все звучит. Ну, вполне достаточно. Перейдем теперь, что у нас там дальше. Пусть будет металл, куда же без него. Слушаем. Ну и давайте фанк, например. Извините, небольшие технические неполадки. Фанк включается вот так. Вот теперь фанк. Ну, в общем, как видите, звук в лучших традициях плагинов а-ля EasyDrummer, но для занятий это, на мой взгляд, более чем приемлемый вариант. Плюс, опять же, есть очень большое количество паттернов, которые позволят вам сгенерировать какие-то идеи прямо на ходу. Так что вот обилие паттернов тут гораздо важнее, чем звук, на мой взгляд, гораздо более сильно. Кроме того, в процессе я крутил ручки тон и speed. Как видите, влияют на звук они тоже очень сильно. Когда мне дают на обзор очередную педаль, я оцениваю ее необходимость и уместность вообще у себя в борде. Так вот, на мой взгляд, эта педаль является совершенно необходимой любому гитаристу, басисту, вообще абсолютно всем музыкантам для занятий. То есть вы можете нехило так раскачать ритмику, занимаясь этой педалью.
Хотелось бы отметить вот еще какой момент. Вы можете педаль-то подключить совершенно по-разному. Как и в input или в разрыв комбика. Ну, понятное дело, что в input перед перегрузом такое подключать вряд ли будет хорошо, потому что барабаны будут соответствовать с перегрузом. Поэтому, если на чистом, то в input еще она как-то прозвучит, а так в разрыв. И второй вариант подключения. Вы можете эту педаль засунуть в пульт, например, или в звуковую карту и заниматься уже отдельно от комбика, что делает ее как бы еще гораздо более широкой по функционалу. Единственный недостаток, который я нашел здесь для себя, это отсутствие часового обозначения темпа, потому что тут все-таки вот в попугаях иногда оценить прогресс не очень удобно. Ну что ж, друзья, занимайтесь побольше, под барабаны, под метроном в самых разных стилях. И не забывайте поставить лайк, подписаться на канал, заходите в группу ВКонтакте и в Инстаграм. До скорых встреч! Когда мне дают на обзор очередную педаль, я оцениваю ее необходимость... сейчас. Когда дают... Когда мне дают... Когда? Когда, говорит, не дают обзор... Когда на тренировке вам дают... то вы снимаете обзор в очках. Отлично.